Ассаламу алейкум, достарем, всем большой привет! И у нас сегодня новости, связанные с Евразийским экономическим союзом. Только ЕАЭС может отменить патент и узбекам, и таджикам. Мы знаем, что в ближайшее время Шавкат Мирамонович Мирзиёев поедет в Российскую Федерацию встречаться с Путиным, и они обсудят вопрос как раз таки Евразийского экономического сотрудничества. Но сегодня Эмомали Рахмон, это президент Таджикистана, уже вылетел в Российскую Федерацию. Сегодня, 8 числа, он проведет встречу с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, где они тоже обсудят много вопросов, в том числе и ЕАЭС. Для таджикистанцев ЕАЭС это тоже как спасительный круг. Для мигрантов уж точно. Ребят, напишите в комментарии, хотите ли вы вступить в Евразийский экономический союз. Как и узбекистанцы, так и таджикистанцы. Напишите, пожалуйста, это в комментариях. Посмотрим, сколько людей хотят, чтобы патент наконец-таки уже был отменен для таджиков и для узбеков. Ну а сейчас переходим к новости и встрече Эмомали Рахмона и Владимира Владимировича Путина. Итак, друзья, президент Таджикистана уже в Москве. Он вылетел еще в 11:42 и сегодня встречается с Владимиром Владимировичем Путиным. Отмечается, что главы государств обсудят представительство Таджикистана в организации договоров о коллективной безопасности. Кроме того, Рахмон примет участие в параде Победы в Москве. До этого еще вчера Дмитрий Песков, это пресс-секретарь Владимира Владимировича Путина, говорил, что разговоры будут и о границе, и о мигрантах. То есть будет времени достаточно, чтобы обговорить возможные какие-то варианты. Несколько дней назад, буквально, ребят, если посмотрим сюда, Рогозин сказал, что сейчас происходит в Таджикистане и что будет, если он не вступит в Евразийский экономический союз. Все знают, что Таджикистан уже долгое время размышляет. Он не понимает, будет ли выгодно ему от этого союза или нет. Мы с вами все знаем, что выгоды, какие выгоды у этого союза точно есть. Это все мигранты Таджикистана, а это как минимум 1,5 миллиона человек сразу же будут находиться по правилам Евразийского экономического союза, как и узбекистанцы, если бы Ташкент тоже долго не думал. Но Узбекистан уже как наблюдатель, больше полугода мы там находимся, и различные уже саммиты, какие-то встречи в Евразийском экономическом союзе проходят вместе с Узбекистаном. Таджикистан на несколько шагов назад. Внутриполитическая ситуация в Таджикистане сегодня несколько лучше, чем в Киргизии. Там более авторитарный режим, но немного лучше, как может показаться. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Рогозин в интервью газете Украина.ру. Таджикистан, который, находясь вне Евразийского экономического союза, очень долго торгуется по поводу особых условий для вступления в организацию. Может оказаться такая ситуация, когда уже будет поздно вступать, но надо будет думать о других вопросах, сказал Рогозин. То есть Таджикистан действительно размышляет над этим шагом, взвешивает все плюсы, все минусы. Как долго он это будет делать, мы, конечно же, не знаем. Но если вот проводить аналогию с Узбекистаном, плюсы, конечно же, практически точно такие же. Это торговля со всеми членами ЕАЭС, а это 200 миллионов минимум рынок, куда можно сбывать свои товары, оказывать какие-то свои услуги по более выгодным ценам. Мы знаем, что 150 это только у нас получается Россия, плюс туда вступает Белоруссия, идет у нас Армения, также туда Киргизия и Казахстан попадает. И если еще и Узбекистан, 35 миллионов населением туда вступает в ближайшее время, то действительно большой рынок такой получается у нас на всем пространстве СНГ. И Рогозин сказал, что Таджикистану нужно размышлять быстрее, потому что потом, возможно, будет уже поздно. Специалист добавил, что многие не только в Таджикистане, но и в других странах региона упирается
в неспособность местных элит реализовать простейшие шаги для модернизации политических и экономических систем. То есть нужно подготовить страну для перехода, но элиты, как он сказал, не хотят делать эти шаги, они очень простые. Если их сделать, то интеграция в Евразийский экономический союз будет планомерная, хорошая, быстрая, полезная для страны, для граждан. Да что говорить, каждый таджик, каждый узбек тратит как минимум по 25 тысяч в год, это минимум, только на оформление патента. Просто чтобы его переоформить, сделать какие-то движения. А если тебе еще нужно выехать, въехать в страну, там, поменять миграционную карту, то это еще туда 20-очку добавляй. То есть получается вот такая вот грабежная система, по-другому ее не назовешь, но в любом случае приходится таджикистанцам, узбекистанцам платить и жить по этой системе, деваться, пока Евразийский экономический союз не пришел ни в Таджикистан, ни в Узбекистан, некуда. Приходится терпеть и жить по правилам Российской Федерации. Ребят, еще одна новость. Сегодня у нас получается Путин поздравил Мирзиёева и весь узбекский народ с праздником 9 мая, Днем Победы. Сегодня Владимир Путин направил поздравительное послание лидерам и гражданам нескольких государств, в том числе у нас был и Узбекистан, по случаю 76-летней годовщины Великой Победы, в которой узбеки внесли тоже свой огромный вклад в эту общую победу. Как сообщили в пресс-службе Кремля, в поздравлении глав государства подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством и гордостью благодарности чтим подвиг наших отцов-дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу. Потому что в Ташкент, в Узбекистан было перевезено около 30-40 различных заводов для изготовления боеприпасов, которые потом в дальнейшем использовались на передовой. То есть действительно в тылу работа делалась не меньше для этой победы. И Владимир Путин делает акцент на этом, что действительно это общая победа. Участвовали те, кто был с автоматами, и те, конечно, кто делал эти автоматы, делал хлеб, делал еще какие-то вещи, которые способствовали общей нашей победе. Президент России выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой и основной для построения в развитии конструктивных и добрососедских отношений между странами и нашими народами. Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны, воинам и труженикам тыла, пожелав им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия. Поздравительные послания были направлены лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также Грузии и Украины. Ну, скажем так, типа недружественным странам, но победа была общая, и Украина была самая первая, кто принял на себя удар. Белоруссия и Украина, конечно же. Также тут напоминаю, что днем ранее Шавкат Миромонович общался с Владимиром Путиным, где они обсудили много-много вопросов, также обменялись сердечными поздравлениями по поводу годовщины 76-летней победы над фашизмом. И вообще сейчас развиваются такие отношения между Узбекистаном и Россией действительно в таком позитивном русле. И надеемся, так и будет дальше. Друзья, вот такие вот новости. Ждем вступления Узбекистана, Таджикистана в ЕС. Дай бог, чтобы это было, может быть, в этом году. И тогда узбекским и таджикским мигрантам будет намного легче жить в России. Всем удачи, с наступающим праздником. Хайр, саламат, блин.